Это, видимо, я что-то... Видимо, больше прав надо, да, для этого? Что, сделать админом. Проверь. Просто еще раз нажми на кнопку. А, уже сделал? Ну, что это? А, у тебя, кстати, написано pending invite. Ты, видимо, не принял invite. И дело, наверное, не в этом. Ты шаришь экран. Я думал, что он просто такой view invitation, ну типа все. А, да. Да. Так. Что, следующим? Надо запустить, наверное, посмотреть, да? Ну, он сейчас, наверное... Ну, давай попробуем. Просто F5. Ну, бэкэнд давай можно сразу исправить, наверное, да? В конфигурации, прям в том файле, в котором ты сейчас находишься. Ребята, я тут, извиняюсь, немного дольше, там еще на одном проекте очередные новости. Че вы на чем остановились? Еще одна папка бэкэнд у тебя. Да, мы сейчас переносим в новый репозиторий, чтобы у нас все красиво было. И КВД, вот я не уверен, что у нас текущее. Ну, наверное, текущее, да, раз мы так написали. Окей. Запускаем, да? А чего в новый? Ну, потому что у нас в старом мы один репозиторий сделали под бэк и под фронт. Взаимодействие с VS кодом, например, тесты не работают. Короче, да, монорепозиторий плохая история в этом случае. Сначала надо сделать vSync. Да, и, кстати, да, у нас же да, и в Envo нет, и ничего. И vSync. Ага. Да, и просто думали, что будет легкая прогулка, сейчас по-быстрому бэк и фронт сделаем, оказалось, что нет, легкой прогулки не получается, мы долго сидим с бэкэндом, явно он уже заслуживает своего репозитория. Вот. Такая мотивация. Понятно. Ну, а потом фронтенд все равно мы сделаем через AI агента, который с одного предложения все выкатывает. Я надеюсь, да. Так и будет. У меня, кстати, вчера был... Он тебе интерпретатор предложил выбрать, не знаю, сейчас важно это будет или нет, но давай попробуем запустить. Да, Влад? У меня вчера был такой, прям, знаете, показательный момент. Я сделал змейку с помощью ChatGPT для одного тут приложения. Надо вот change нажать. Что нужно было? Ctrl-Shift-P нажми. Сейчас, извини, Влад, сейчас запустим. Ты имеешь в виду просто, просто он обычно в VS Code вот здесь выбирается. Select Interpreter. Там должен быть Python Select Interpreter. Смотри, внизу он показывает тебе. Да, просто где мы? Внизу слева. Кстати, здесь можно, да? Вот он. Да, он. Все сделали. В5. Получилось. Да, Влад змейку сделал, да? Я, короче, знаете же вот этот гугловский прикол, когда нету интернета и тебе показывают крокодильчика бегающего. Динозаврик перепрыгивает через... Динозаврик, да. Вот. И я решил, короче, вместо динозавра обычную змейку сделать, также, когда сервис недоступен. Ну и с ChatGPT мы ее быстро накидали. Получилось, кстати, достаточно сносно. И причем она сделала это с одного промпта. Ого. Я уже вносил просто изменения, то есть она действительно, написала мне всю логику, мне осталось только визуал поправить. Ну, браузер откроем, попробуем, что работает. Я не слышал просто. Я думаю, с креатом, да? Ты же не из кэша. Едет.
но ранее. Круто, Влад. А что это? Какой-то наш проект или другой? Наш любимый заказчик. А, Давай его так называть. смогут в змейку играть? А, да. Теперь- Так, информация упущена. Дотенс надо запомнить. Теперь, да, пользователи смогут играть в змейку, когда нет интернета. Ой, в смысле интернета нет этого, нету, когда у нас лежит инфраструктура. Ну, хоть как-то сгладим, так сказать, настроение пользователей. Так. А где первый. у нас бэкэнд? Ага. А я же вроде все копировал. Ну ладно. А, он выдергивается, видимо, он ищется, видимо, в папке backend. Надо посмотреть, где он, Просто я его тут и не вижу даже. где он инициализируется. Я думаю, что он у нас в коде просто подгружается не с той папки. Так, нет, я просто не вижу самого файла, хотя я вроде все копировал. Ну, давай еще раз копирую. Ну так. Возможно, скрытые файлы не попадают. И Python version нет, смотри. Все скрытые файлы не пошли. Угу. Плохо. В смысле? А, бэкэнд же. Да, сейчас. Что ему еще надо? Env example? Python version не пошел. Env example не пошел. Окей, так, теперь пришел. Перезапустить на сервер. Да. Time and material сделать вклад. А, вот он, да. Вот он, одной строкой лог. Вот оно наше изменение. Ты можешь отсюда открыть. Кстати, извините, небольшой автоп. Кто-нибудь у вас пользуется беспроводными наушниками? Ну, я пользовался. Я вот сейчас... У меня, короче, тут недавно трагедия случилась. Я ехал на байке, и мне наушник упал. Ну вот, слушай, у меня выпадывал, знаешь, самое обидное, сейчас в лифте, вот между где двери открываются, Да? я выходил из лифта, и он у меня прямо туда. Блин, мне так обидно было, потому что, ладно бы они потерялись бы целиком, и не знаю, там что-то бы с ними случилось, сломалось. Но сейчас вот у меня лежит этот кейс с одним наушником, так неприятно. Ну, с одним вполне можно жить. Ну да. Ну, кстати, говорят, нужно докупить. Они не синканутся, мне кажется. Смотря какой у тебя. У меня эти AirPods нет, должны синкануться, сказали, что синхронизируются, даже продаются. AirPods синканутся? Не, у меня, наверное, нет. Apple, возможно, да. Не, я дешевый себе покупаю. Для подкастов хватает. Я на байке гоняю с проводными наушниками. Правда, они несколько Вот раз я вываливались и наматывались, блин, на колеса. на колесо. Офигеть. Ну, блин, а вот надо, походу, этот проводные покупать. У меня есть большие, хорошие Sony наушники, но в шлеме, блин, с ними ты не покатаешься. Ты в смысле, байк это велосипед или мотоцикл? Вот? Ну, мотоцикл. Да. Да, в любом случае, на велосипеде же тоже надо Наушники ездить. со мной приехали, живут со мной вообще очень много лет. Оказались самые Да лучшие. я помню эти наушники еще, наверное, со времен Anyvoice. Ты везде в них. И это видос, который ты мне недавно скидывал, тоже в них, да? Наверное, да. Я всегда у них.
Да, просто думал, на велосипеде, то думал, ну, ты же заметишь, когда там вернуться быстро. Не, он-то выпал, я его подобрал, но его уже успел и переехать. А, Так, а что сейчас там произошло? Подгрузилось, да? все произошло, да, все А, случилось. все круто, да? Да. Мгм. Таким образом, что у нас получается, можно коммитить и сливать в дев. Давай еще на gitignore посмотрим. Да, точно, там же, возможно, он сейчас... Ну, вот datemp в gitignore, credentials в gitignore. Тоже надо где-то Это же... Смотри, бэкэнд в VM у нас, во-первых, а не просто VM. Что? Ну, видишь, да, тут бэкэнд надо поисключать. Так И ты это курсор rules надо подключить еще, получается. Но это тебе уже, да? Ну, я бы Да, все-таки сделал это через прямой слэш. Это означает, что исключать только из корневой директории. Ну, просто явное лучше, чем неявное. А вот так, это вот это убрать. получается дубликат, да? Да, я же дубликат удалил уже. Ага. Э, А это сгенерированная версия, да? Это все, что, да, там мог придумать. Может, самый низ посмотреть, Makefile да, чего? что мы туда ничего не добавляли. Самый низ Что? gitignore. Самый низ gitignore можно посмотреть, что мы туда не добавили ничего руками. Такое бывает. Или что он не добавил. Makefile Нет. чего в gitignore? А? Или makefile чего в gitignore? Или это Нет, так в просто у меня цвета gitignore не то, написано? что вот этим, по-моему. Вот. С этим Просто значком. этот А слишком... Венф нет? А Венф нет. Почему он? Не, видишь, он отличается Он цветом. тут был, да. Нет, цветом он отличается тем, что он, Давай мне загоним, да. кажется, скрытый через точку. А так он почему-то... А Венф он Как он хочет закрыть. Все, он PyTest здесь. с точкой. Ну, все хорошо. Да? Ну ладно, так. Погоди, а точка n example почему залетел? Вот я тоже знака не вижу. И... Не, я про точка n example. Что не так? Но он показывает, Почему он в gitignore? Он в gitignore? Нет, почему он есть? Я не знаю, что тут значок. Он в курсор игноре. Блин, да, есть еще и курсор игноре. Окей. Короче, вот так. И что нужно сделать еще? Это можно закрепить. Нет, сейчас, подожди. Давай еще с правилами быстро. А что хочешь? Это я где? Ну, надо же курсор этот сделать. Курсор rules, Ну да. чтобы все готово было. Только не TP, а LN. Да, тут Так, точка. что файл, один файл делает? Нет, new folder. Точка курсор слэш rules, да? Ну, я не делаю rules, я rules как раз делаю симлинком. Да. Просто- На всю папку? На всю папку? Да. Просто курсор, да. Мгм. Потом делаешь lns. Так. Ну да. Потом, Итак, это откуда, да? ну, я говори абсолютно просто. ключом пишу. Мгм. А где он у тебя лежит? Вон он рядом. Мгм. А ты уверен, что такой путь? Home Fab? Боб, блин, я забыл. А тап помогает, да? Ага, Да. все. И вот здесь надо... Погоди. Надо нужную версию нащупать. Нажми там тап. после слэша. V2, там питон будет потом у тебя. Нет, там курсор, по-моему. Курсор, да. Курсор. Потом питон, потом V2, да? Rules V2. Во. Да. Тап. Мгм. И чтобы слэш был, по-моему, или нет. Да, ладно, пусть так будет. Мгм. И теперь опять этот путь. PEP-TM, да. Точка курсор, слэш rules.
Все, кажется, вот так. Так, проверим. Да, отлично. Что еще? Что еще? Сейчас что-то у меня была какая-то мысль, что-то еще проверить. Тесты, да? Посмотрим тесты запускателя. Прямо отсюда из панельки. У тебя есть тесты Explorer, да? Нет, так, что надо экстеншн какой-то себе поставить? Вот здесь, да, тесты есть. Папка тестов есть, а надо какой-то тест Explorer. Или... По-моему, ну, мне кажется, он встроенный был. Он встроенный? Так. Ну, вообще, если наверное, говорить это про Python запуск тест тестов, Explorer. Да, что-то такое. если говорить про запуск тестов, то обычно это вот, ну, берешь и ставишь нужную тебе там по твой язык, он начинает запускать тесты Наверное, из IDE-шки. видимо, Python тест Explorer, давай попробуем. Потому что в противном случае, ну, там, что у тебя, конфигурация, наверное, только этого самого будет. В VS Code можешь там что-то накидать максимум. Сейчас я его все Ну, это то, запущу. что я вот встречал. Я обычно использую, вот, ну, я в основном тесты, конечно, на этом гоняю на TypeScript. Вот там обычно там либо что там, Jest или я не помню, как он называется еще. Вот этот похож по названию и по описанию. Сейчас, я у себя, давай, может, посмотрю сейчас тогда. Мне Да, надо смотри. фильтр сделать по install. И оно. Enabled. Окей. Наверное, это Python, да? Есть Python Language Support. Тест. Это раз тест Explorer. Тест Explorer UI. Нет? Блин, как неудобно сделано. Я не могу просто посмотреть, что у меня стоит. Вот у меня стоит иконка в виде колбы. Ну да. И тут нет, Так ты 2 раза мышкой клик, ну, в смысле, господи, хотел сказать 2 пальцами. А на обычной мышке это какая? Правая кнопка мыши и кликни по этой иконке, она должен тебе сказать. Это в VS Code смотришь? Да, не в курсоре. Это тест Explorer UI. Я не уверен, что это он у меня стоит, но я не знаю, он ли дает эту иконку. Давай попробуем. Он у меня стоит. Ладно. Точно? То есть ты не проверишь, да, сейчас никак? Я как проверю? Ну вот, у меня здесь иконка. Update. Так ты вон там, подожди. Enable, disabled, sort by. Нет, подожди, это потому что... Блин, Так, в подожди, VS вот там Code где-то в курсоре нет этого, да, фильтра? типа по установленным, да. Ты подожди, сотри просто, зачем? Сотри, и у тебя будет вот installed. Вот, да, удали просто название. Нет, И, я ну, только так искать. 4 расширения, которые у меня стоят. Я не знаю, какое из 4. Подожди, у тебя какой стоит? Вот ты когда стираешь название, у тебя тут видишь? Это вот VSL Ubuntu installed. Это то, что у меня сейчас стоит. То есть ты можешь посмотреть, что у тебя стоит. У меня стоит Python и Python Debugger. А еще отдельно по запросу тест у меня стоит еще 4 расширения. Один из них это тест Explorer UI. Ну вот, он похож по названию. Да, это он, это точно. Всё. Вот это у меня стоит, я же говорю. Я не знаю, это он дает иконку или нет. Не расслышал. Вот она, сидим, реализуем целые продукты за неделю с помощью IDE и не можем разобраться в иконках. Типичные разработчики. Потому что Microsoft сделал это через жопу, поэтому и разбирается. То, что ты не можешь... Microsoft вообще все делает через жопу. Ну не все, нет. Ну что, иконки не появилось. Не появилось? Какой следующий? Да, не появилось. А для Python у тебя стоит 2 расширения? PyLens, Python Debugger.
У меня стоит Python и Python дебаггер. Оба стоят, да? Да. Тест-адаптер, конвертер не похоже. Тест-адаптер, конвертер. Блин, да все. И в виде колбы иконки нет, да? Может, перезапустим? Давай. Мы уже выходим за рамки. Ну нет, не появилось. Ладно, давайте заканчивать тогда. С тестами не получилось. Давайте пушиться. Это будет тема следующей встречи. Старайтесь, правда. Ну, окей, сейчас пусть посмотрит быстренько. О, появилось тестинг. Ну ладно, он просто долго думал. Он думал, да? Ну, отлично, хорошо. И что так? Тест Explorer, Euron, Discovery, Tests. Ну, тут, скорее всего, что-то тоже с конфигурацией, потому что у нас наверняка там бэкэнд используется где-то. Ну ладно, это оно, тогда настроим, потом на следующем, да? Да, точно. Пуш пока в эту ветку, тогда в дев не надо переносить, потому что у нас тесты все равно не работают. Когда убедимся, что все заработало, сделаем дев. Ну, я говорю, там же конфигурацию мы прописывали. Наверняка где-то бэкэнд написано. А где мы ее прописывали? Ладно. Ну, где-то в корне PyTest или еще что-то такое. Так сделайте поиск. Да, можно сделать Ctrl-Shift-F бэкэнд, кстати, хорошая идея. А вон просто сверху можно на лупу нажать, да и все. Где комиты. Можно так, а Ctrl-Shift уже. Это, по-моему, одно и то же. Да, это одно и то же. Есть глобальный поиск. Ctrl-Shift-F это глобальный поиск. Ctrl-Shift-R это поиск с заменением, то есть replace можно сделать. Вон Backend. тест. Ты можешь еще... Да, ты можешь еще что сделать. Это вон АБ с нижним подчеркиванием и А большая, А маленькая. Это он тебе эти сделает. Ну, понятно, я думаю. Угу. Я думаю, То надо есть- бэкэнд убрать здесь. Вот этот, да, у нас тут сообщение от бэкэндов. Есть вообще можно первый элемент массива удалить. И точку, мне кажется, надо поставить, нет? А то он будет... вдруг Может, он будет слышать, такой же что сказать. не надо, да. Вот так похоже. Ага. Что там еще? Вон в конфиге Google Sheets service.py. Вон ниже. Ага. Вот выше. Да. Вот Ниже. это. Ну, пониже чуть-чуть. Ниже, Роберт, ниже. Вот, А, Повыше. выше. Это комментарий. Выше. Вот это, да. Но ты на него только что целился. Ты его пропускаешь прям сознательно. Вон он, предпоследний у Панели тебя. поиска, да. Предыдущий результат. Панели поиска предпоследний. в панели поиска. Да, вот. Что Default это, location. Это, ну, это откуда он credential берет. JSON, credential.json. Это видишь, у тебя он что здесь идет? Default location, а потом этот Ну, default как- location идет в патч. Но как-то же он сейчас нас запустил, и все Ну, сработало. как ты запустил, да. Мгм. Это интересно. Удивительно. Э, Ну и все там дальше Чё? комментарии идут. Так. О, Ну, нажми run. Видишь, такая, да. Мгм. Красота. Вот так и должно быть. у нас все тесты проходят даже до сих пор. Ничего себе. А вы лучше знаете, что попробуйте сделать? Попробуйте сделать команды обычные. Я, бывает, замечаю за курсором и за voice-кодом, что тесты пишут, что окей, но при этом они проваливаются командой или на этапе, там, например, CI/CD, если на CI/CD настроено. Я Ну, это проверил может бы эти. Make PyTest, по-моему, называется. Надо консоль открыть.
Файтест. Точно? Ты же Ну, Make File должен записывать. Да. А, нет, тест. Make Просто test. тест. Он пересоздал виртуальное окружение. Ничего себе. Что-то упал. А, нет. Где? В варнинге это. Не, не упал, просто warning. Хорошо, давайте коммититься и пойдем правдным временем уже. Все. Синк. Значит, в следующий раз у нас рефакторинг или тесты, и потом рефакторинг. Дальше Тесты, я думаю, вместе пойдут. Все. Я думаю, что вот те методы, которые мы будем выделять, ну вот мы сейчас выделили метод, да, его надо тестами уложить. Потому что я вообще не уверен, работает он правильно или нет, и используется ли вообще что. Да, вот как-то так. Роберт, спасибо большое, очень круто. Мы все развиваемся. Давайте. До следующей субботы. До следующей встречи. Мгм. Все, под репозитории. Давайте. Мгм. Пока. Кстати, пришлите ссылку на обновленный репозиторий, потому что ее надо будет поменять в сообщениях, которые я прислал. закрепляю. Я прислал. Ты уже прислал, а у меня... А, вот, да. Только сейчас. Блин, в телеге тоже что-то начали сообщения И пропадать. ссылку тоже сейчас пришлю тогда на свою запись. Влад, твой TLDV вышел, я свой запустил. Угу. Блин, а сейчас, надеюсь, они записи не порежут. Это будет Посмотрим. обидно. Ладно, спасибо, на связи. Ладно. Пока. Всем Давайте, пока. всем Хороших пока. выходных. Давайте.